Отличные внешние часики, разумеется, с защитой от воды. Сразу, модель GTS 2E это не GTS 2 Mini, они лучше. Материал алюминий, не нержавейка. Стекло Gorilla Glass 3 версии, внутренней памяти под музыку нет Wi-Fi. Они увеличили автономность, теперь нет динамика в часах, есть пирометр для отслеживания температуры окружающей среды. Есть быстрый GPS, отслеживание кислорода также на борту, спать в них удобно, датчики в принципе все те же. В наличии мультизадачность и управление музыкой. Сейчас кратко расскажу. Tube 762, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, ежемесячно разыгрываю 5 мибендов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании. А сегодня я расскажу вам о новых умных часах Huami Amazfit GTS 2E. Как вы помните, на Amazfit GTR 2 у меня уже был обзор, и его вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. На модель Huami GTS 2 еще будет обзор, а сейчас я расскажу об их облегченной версии GTS 2E. Для начала, коробка у Amazfit, как всегда, штатная. Вскрыли, внутри зарядка, часы с одним комплектным ремешком и документация. Делаем вид, что мы не знаем ничего и не знаем, что такое Amazfit. По QR-коду скачиваем программу ZEP, регистрируемся в ней, активируем часы по QR-коду через программу, обновляемся. Русский язык, как вы заметили, уже из коробки. Циферблаты, кстати, полностью совместимы с GTS 2. По меню основное это ничего не поменялось, только программа стала стабильнее работать. Аналитика та же. Все сейчас видите на экране, размер и вес часов с ремешками вы сейчас наблюдаете. На моем узком запястье выглядят они шикарно. Обновили, оценили размеры, смотрим, что появилось в них интересного. Пока вы наблюдаете за тем, как я листаю их меню, и да, я в курсе, что анимация здесь с легкими фризами, но не такими жесткими, как были у Amazfit GTR 2. Расскажу об основных фишках. Экран AMOLED, диагональ 1,65 дюйма, разрешение 348 на 442 точки. В принципе, более чем достаточно. Часики квадратные, грани огромные, но симметричные. Материал корпуса пластик, алюминий. Аккумулятор на 240 мАч с продолжительностью работы 576 часов. Зарядка магнитным коннектором, время зарядки 2 часа с 0 до сотки. По моим тестам автономность около 9 суток в нормальном режиме использования. Поедают часики по 12% в сутки. При одной тренировке час в день с постоянной связью со смартфоном. Трен, конечно, с включенным GPS. Always on Display на борту, но с ним часы поедают почти по 25% в сутки. Сатурация, как вы поняли, это я про уровень кислорода в крови, рабочая. У воздуха кислород и пульс часы не считают. Кислород считают долго. Более 90 спортивных режимов, которые вы, конечно, не будете использовать, но они будут вас радовать своим наличием. На данный момент наблюдаются проблемы с отслеживанием беговых лыж. В программу данные не выгружаются, но учитывая отношение службы поддержки Amazfit к проблемам, я уверен, что скоро они это дело настроят. На борту также есть ненужная для вас поддержка голосового помощника Xiao Ai. Микро в часах есть, но динамика нет, и через часы разговаривать при входящем звонке нельзя. Галереи нет, устанавливать программы нельзя, нельзя заливать в часы музыку и с них ее прослушивать, как в GTS 2 обычных. Нельзя подключать нагрудный пульсометр, к сожалению, из ZEP удалили функцию напоминания о потере связи с телефоном, NFC нет, платить часами нельзя, царапаются не просто, стекло Gorilla Glass в принципе здесь отрабатывает. Носить комфортно, как и спать в них. Активация по повороту запястья работает отлично. Автояркость мне не понравилась. Включение экрана при получении уведомления можно выключить в настройках. Особенно удобно то, что можно включить получение уведомлений о вызовах или сообщениях только тогда, когда экран смартфона выключен. Барометр в наличии. Шаги часы считают точно, пульс в покое и при равномерном темповом беге считают тоже точно. Управление плеером с телефона с часов в наличии, но управление камерой, как я заметил, нет. Имя входящего звонящего контакта показывает с именем и со смайлами. Вибрация приятная и достаточно сильная. Циферблатов море. Корпус симпатичный, ремешок силиконово-резиновый приятный. Always on Display работает без нареканий. Вызовы и сообщения приходят на экран. Можно отклонить вызов или просто отключить звук на смартфоне. Совместимы часы с операционными системами iOS от 10 и выше и Android от 5 и выше. Водонепроницаемость 5 баррелей. Есть даже отслеживание плавания в открытой воде. Датчики освещенности, геомагнитный датчик, ГЛОНАСС, акселерометр, гироскоп, давление воздуха, биологический оптический датчик, датчик температуры. Bluetooth 5 версии довольно стабильный, GPS ловит спутники быстро. Сон считают адекватно, количество кислорода в крови измеряют, но не постоянно. Есть определение активности, но работает оно не идеально. Уровень стресса и восстановления, мониторинг работы сердца в том числе. Работают только с приложением ZEP, есть напоминание об отсутствии активности, смена дизайна циферблата, метрика персональной активности, PI – это индекс вашей активности, индикатор
навигатор прогноза погоды, таймер, секундомер и будильник. Будильники, конечно же, можно устанавливать прямо с часов, и напоминаю, в них есть мультизадачность. В целом часики интересные и красивые. Да, ничего нового они не придумали, но обрезали для многих лишний Wi-Fi и возможность заливать музыку с ответом на звонок. Увеличили автономность, добавили датчик температуры, и в целом я уже очень давно не спал так много ночей в тестируемом девайсе. Часы и правда хороши. И да, отправил мне их производитель без условий ИТЗ. И кто сомневается в моей объективности, обязательно посмотрите обзор на Amazfit GTR 2. Вот когда я их тестировал, программа ZEP довольно сильно глючила, и там отзыв был совсем другой. Здесь один позитив. Мультизадачность и простота. Хотя, может, они мне просто Amazfit BIP напоминают, ведь 2 недели для такого экрана, пусть и на минималках, это хорошо. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео у официалов на Алиэкспрессе. На днях, кстати, на Али будет распродажа. Уверен, что все неплохо просядет по цене. Плюс не забывайте использовать промокоды на сейлах. Мои именные промики вы можете найти в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, как и вещи, которые я покупаю, или вещи, которые я считаю выгодными. Резюмирую, нравится, берите. Вроде и не про спорт, но вещь стильная и простая. На данный момент работает хорошо. И пусть кнопка управления слегка люфтит, и фризы в анимации иногда проскальзывают, но ценник для этого внешнего вида вполне адекватный, но не функционал. У Honor Magic Watch 2 его больше при меньшей стоимости. В правом верхнем углу можете посмотреть обзор на них. А вы думали, я забываю сравнивать? Конечно, нет. Иначе зачем нужен блогинг, если он не предполагает альтернатив? Завтра обзор на монитор Redmi. Пишите, делать обзор на него или на новые анкера в комментариях. Подписывайтесь с колоколом, девайсу да или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.